привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. В принципе, не было даже такого, чтобы распаковку я предварял вот таким видео, превью. Это же особый случай. Дело в том, что совсем недавно Сергей Сергеевич, а кто не знает, кто такой Сергей Сергеевич, посмотрите ссылку в описании под видео. Это тот человек, который в бритье долго, надежно и серьезно. Он там вот так вот, по самой брови. У него есть магазин свой на Авито, он дышит бритьем, ему нравится бритье. Так вот, я получил от Сергея Сергеевича 2 посылки, здоровых. В сообществе я разместил фотографии, я думал, что это все по бритью. Я ошибался, может быть даже еще и хорошо. Потому что одна посылка это была поесть, попить, кто был в воскресенье на стриме, тот в курсе. А вторая вся полностью, именно по бритью. Сколько там всего, и теперь сколько у нас будет регулируемых бритв на то, что мы с вами затеяли. Кто еще не в курсе, кто только что подошел, ребят, мы тут посовещались и решили запустить один единый блок по регулируемым бритвам, то есть собрать все в кучу и показывать. И вот так вот, что вот кому-то будет что-то по регулируемому интересно, он всегда может зайти посмотреть. Моих-то было где-то, наверное, штук 5, 6, 7, 8. А тут еще Сергей Сергеевич подослал. Поэтому у нас тут сейчас не один десяток даже. Как мы со всем этим разбираться будем, я еще не знаю, но что-нибудь придумаем. Вы на крупный план. Смотрите, там не только от Сергея Сергеевича, там еще и много новинок. А я с вами прощаюсь. До новых встреч и пошел бриться. Пока-пока. Берегите себя. Давайте потихонечку разгребать. Вот оно что. Вот оно что. Вот оно что. И вот оно что. Короче, вот это все нам сейчас надо посмотреть. Приступаем. Первая, наверное, будет бритва от Сергея Кренникова. Вы все его хорошо знаете. По одному из видео на канале это он, тот самый Сергей, который снял видео. Помните армейский вариант, бритва с отломанной гардой, специально отламывает. Так вот этот Сергей. Списались в ВК, он говорит: Вадим, подостыл, времени нет, все равно не буду. Говорит, лучше тебе, говорит, в твоем музее, говорит, глядишь, и пригодится. Это одна из последних бритв, которые выпускались в СССР. Вот эту бритву он приобрел, она у него лежала, и говорит, ее только заточить. Не знаю, что ее заточить и куда заточить, но вот я ее хочу Михаилу в Москву отправить, он посмотрит, что там да как. И как-нибудь обязательно мы с вами вот этой бритовкой побреемся. Спасибо, Сергей. Вот такая красота. Марс. РСФСР. 87 год. Цена. Что-то 3 рубля цена. Увидел. Идем дальше. Дальше у нас, вопреки обыкновениям, китайские друзья. Сразу же закрыть их, чтобы уже заняться чем-то другим. Яки прислали вот такую вот чашу на обзор. Это их новинка. Посмотрите, как тут все серьезно, надолго организовано. Понятно, что при такой упаковке чаши, конечно же, ничего не будет. Интересно. Пока кажется несколько неказисто. Как будет в работе, посмотрим. Но плюсов тоже дофига. Приятный цвет, приятная форма, приятная вот такая насечка, совсем как на тех пластиковых чашек, которые бесплатно можно сделать в интернете. И конечно же, ложа под помазок, кошерная, шикарная. Будем разбираться. А это от наших белорусских друзей пришло. Семёныч. Я еще не пробовал ни мыло, ни автошейв, ни вот такой вот пришейв, который у них идет в форме стика, смотрите. Но людская молва уже разносит такое, что просто это какой-то взрыв мозга, и что это просто какой-то революшн. Насколько революшн и как ли это вообще в работе, посмотрим. Но история этого человека, она не выдумана, она настоящая. Семёныч живой, и вот как связана персона этого человека с этими предметами. Надеюсь, со временем я вам расскажу. И, конечно, попробуем эти штуки в работе. Добрались до Сергея Сергеевича. Регулируемые бритвы. Еще одна коробка с регулируемыми бритвами, баловство. Что это означает, баловство? Давайте, наверное, с баловства и начнем, чтобы это не значило. Баловство не рукоблудство, так что...
Ха-ха-ха. Вульфман. Разерс. И канадский трилистник. Вот она, красота какая. С тряпочкой. И биться сердце перестало. Ну, конечно, да. Ох, парни, если я в таком темпе буду открывать бритвы, я боюсь, что мы с вами к обеду не закончим. Ой, как интересно. Еще один Вульфман. Это уже все как положено, с тряпочкой. Ну таки да, конечно. Ну, смотрится, слов нет. Так, и что у нас там еще с баловством? Ну, в таком формате, наверное, будет проще и приятнее смотреть на баловство. Парочку Вульфманов я вам уже показал. Это парни Гуэрилла. Что-то мне сдается, она уже была на канале, но если была, то давно, иначе бы я помнил. Но за то время, что я с ней не общался, она менее красивой не стала. Посмотрите, как элегантно, легко, красиво, изящно смотрится бритва. Несмотря вот на эту толщину, бритва не тяжелая, что наталкивает на мысль, что ручка пустотелая. Ну а вот эту красоту испанского происхождения, но вот это по всем статьям особенная бритва. Вот лично для меня в чем ее особенность? Мало того, что это Цепелин V2, посмотрите, полностью титановая, так у нее еще, обратите внимание, как режущая кромка здесь, вот и крышка выгнуты, они так полудугой слегка. Сразу и не заметишь, но все-таки это видно, заметно. Ну и, конечно, ручка тоже титановая, а внешний вид ее, скорее всего, из-за того, что это не простой титан, а Тимаскус. По образу и подобию, как вот делают Дамаск, также делают вот Тимаскус, то есть берут несколько разных титанов, специально обрабатывают. Как это делают, я не знаю. Но посмотрите, как это красиво выходит. Не случайно я вам уже как-то намякивал, что очень большое желание сделать из такого металла бритвы. Но вы правильно сказали, разберись вначале с основными позициями, чтобы они всегда были на складе. Потом уже можно вот такие вот вольности кидаться. Великолепно, смотрится шикарно, интересно, как она будет брить. А вот с этой коробочкой, ребята, я не сумел разобраться. И даже надпись сбоку Denti Shave нифига не помогла в этом как-то внести какое-то понимание. Знаю веселый нрав Сергея Сергеевича, что он может легко и постебаться в хорошем смысле. И я не удивлюсь, если это что-то нечто особенное. Но пока я так и не пришел, что это за зверь такой и в каком месте им можно работать, вообще как это употребляется. Но выглядит, конечно, интересно. Вот тут катафотик даже, смотрите, и стрелочка для не сразу сообразительных, что вот здесь вот нажимать. Прикольная штука. Мак не видел, не слышал, и, конечно же, очень интересно посмотреть, что там внутри. Ой-ой-ой, патчпорт, все так основательно, красиво, хорошо сделано. Ну и бритва. Так, Дерби, черная премиум. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, блин, офигеть, офигеть. Так, сразу не хочет раскручиваться, значит, снимается как-то по-особенному. Буду смотреть. Но монументально, ребят, просто монументально. Вот здесь вот напрашиваются насечки, но это надо разбираться. Это уж больно необычная бритва. И те люди, отстань, те люди, которые ее создавали, наверняка как-то продумывали и этот момент. Надо понять их ход мысли, как они все это видели. И, конечно, мы с вами попробуем побриться этой штукой. Resolution Symbatec. Это кто такой? А, вот так вот. Вот как оказывается, это тоже может быть. Ага. Resolution Symbatec. Нечто подобное когда-то давным-давно я показывал от Золингенов. Похожая была бритва, но тогда не удалось мне найти с ней общий язык. И я думаю, тут, скорее всего, было дело во мне, нежели в этой бритве, потому что я встречал человека, это сын Александра, того самого Александра, царство ему небесное, который в свое время очень сильно закидал канал
посылками, ну не посылками, а коробками и для бритья. Я вот все показывал. Так вот его сын, несмотря на все то разнообразие, которое отец ему оставил в наследство, но он все-таки брился Золингеном. Вот такой бритвой. Ему было приятно. Ну вот интересно, смотрите, как вот еще, оказывается, и Resolution есть такие. Да, это тоже Золинген. Ну да, я сразу не увидел. Золинген только сделан маленько по-другому. Ну все ясно. У меня была самая простая версия, а это какая-то навороченная. Скорее всего, именно поэтому вот такое название слегка видоизмененное. Ну, значит, кто-то смог с ней все-таки найти общий язык. Ну а это самая, наверное, хайповая позиция, которую вот в этой коробке я вижу, хотя это спорно. Для кого-то, может быть, тут еще и Вольфман, и Цепелин тоже свою роль играют. Почему для меня хайповая и очень-очень такая значимая? Потому что рекламный ролик вот этой вот One Blade бритвы, но он меня покорил и вышиб из колеи. Я хотел точно так же снимать свои ролики, потому что там было все красиво. Такой поджарый крокодил Данди американского происхождения в полумраке снимает свои видосы, рассказывает, как же это все-таки зашибись One Blade, и что вы лопухи последние, что у вас до сих пор ее нет, и что вы зря потратили время. Бегите скорее, покупайте, будет вам счастье, и вы сможете бриться так же красиво и хорошо, как и я. Так вот, по поводу вот этого One Blade. Один у нас темного цвета, благодаря Сергею Сергеевичу. Если я правильно понял его сообщение, эта бритва как была, так и есть. Вот пачка лезвий, она совершенно не переделанная. И мы с вами прекрасно можем в первоисточнике попробовать побриться этой бритвой. Ну и понять, насколько она хороша, интересна, или, как некоторые люди говорят, что это далеко не так. А вот с этой бритвой Сергей Сергеевич сделал некие манипуляции. Здесь тоже есть пачка лезвий, но уже гемовских. Так вот, Сергей Сергеевич сделал так, что эта бритва может брить гемовскими лезвиями. И с его слов это не бритье, а просто праздник, какой-то и сказка. Слышать такие слова от человека, у которого чрезвычайно деликатная кожа и жесткая, как проволока, щетина, ну, согласитесь, это дорогого стоит. Так вот, очень большое желание проверить это на своей собственной шкуре. Вот такие вот красивые вещи тоже есть. Ну и футляр. Понятия не имею, откуда такой футляр, конечно. Я даже не знаю, базовый это, не базовый. Но смотрится, ну, ребята, конечно, бомбически. Ну, прям, ух, заинтриговали. Итак, баловство посмотрели, достаем следующую коробку, которая называется «Ручки». Да, я ничего не перепутал, именно так и называется. Распаковываем. Ну вот, блин, парни, вот такая красота. А как они, собственно, появились-то? И почему Сергей Сергеевич их прислал? Я никогда особо по ручкам отдельно не прикалывался. Вернее, я-то их люблю. Но то ли никто не присылал, то ли я как-то вот меньше всего думал на эту тему. Поэтому вот особого значения этой стороне нашей с вами жизни я как-то сильно не присылал. А тут заикнулся Сергей Сергеевич. Я говорю: Сергей Сергеевич, у тебя есть там пара-тройка, чтобы так посмотреть, хоть чем народ дышит и вообще что тут интересного есть? Сергей Сергеевич сказал: да, есть парочка там или тройка. И вот, видите, вот коробка-то и приехала. Наверняка тут есть и из нержавейки, наверняка тут есть и из титана. Я даже не могу сказать, какая ручка от кого, где, куда, здесь сколько. Есть только какие-то предположения. Конечно же, со всем этим было бы очень интересно побриться и показать вам, потому что тут есть совершенно нетривиальные и замечательные экземпляры, как с моей точки зрения. Как толстиши, так и very slim guys. Ну, тут guys, наверное, не скажешь, girl, скорее всего, потому что смотрите, какая тоненькая, красивая. Тут так только вот бегло могу узнать, вот, например, вот это вот, стопудово напоминает Timeless. Таймлессовская ручка, и вот прям мне они всегда нравились и всегда были по приколу. А это вот, если мне не изменяет память, это работа наших белорусских мастеров. Вот так вот они даже могут выглядеть. Ну, то есть, вот тут как бы всего дофига. Я в очешуении, честно сказать. Так что вот, ребята, вот такая красота тоже есть. И вот постараемся их как-то тоже засветить, показать и посмотреть. И совершенно оригинальные, ни с чем не спутаешь, неповторимые. Ой, как интересно. Мама дорогая. Блинский. Ну, вот так вот, если просто вот так вот. Ну, вот посмотрите. Ну, казалось бы, ничего сложного совершенно. Но это же охренеть какая работа.
тоненькая, изящная, как стилус, легкая. Раз легкая, значит титан, скорее всего. Попочка не вогнутая, заполированная. Кто-то захочет мизинчиком, пускай промахнется, но зато какая она, блин, какая. И холодильничек предусмотрен небольшой. Интересно, очень интересно. Вот это мы с вами тоже посмотрим. Ну и теперь, ну что ж, давайте уже две коробки регулируемых смотреть. Убираем. Итак, коробка первая. И сразу же такая удача. Ох, как пахнет, шикарно. Это не мыло, ребята, это крем. Сергей Сергеевич обещал, что будет крем. А так ли это? Ну, раз обещал, значит так и есть. Ну да, крем. Вот он мягенький такой прям. Ух, как хочется попробовать, и обязательно попробуем. Но не сейчас, чуточку позже. Давайте уже посмотрим, что у нас тут остальное есть. Жилеты. Да? Да, жилеты. И жилеты слимы. Меркур. Меркур Прогресс. У меня тоже есть Меркур Прогресс, но этот прям блестит, как у кота яйца. Ну, в принципе, чего удивляться-то, Сергей Сергеевич, он же бритвы полирует. И Фэтбой, да? Или Слим? Нет, похож все-таки на Фэтбой. А вот это, скорее всего, жилет Слим. Жилеты. Феникс. Феникс, так, Double Open Comb Accessories. У Фениксов есть регулируемая бритва? Да ладно. Нет, это не регулируемая бритва, это вот чего такое интересное. Ладно, хорошо. Parker Safety Razor Since 1973. Не поняла. Ну таки да. У нас идет повтор. То есть у нас даже можно будет посмотреть вот этот Паркер вариант вместе с тем, который прислал Роман Яковлев. Тоже будет интересно посмотреть, конечно. Рокнал. Какой серии интересно? Тот самый новенький или самый-самый первый старенький с подставкой, со всеми делами? Очень интересно. Так, а следующий... Тыдыщ. Ребята, помните, я вам говорил в предпоследнем видео или последнем видео про персону? Вот она, красотка. Вот так выглядит история. Так, а что такое тут? Что не так? Я думал, как-то заклеено. Нет, вроде. Ой. Так, ребят, вот смотрите. Сергей Сергеевич, трещина. Я сейчас насиловать ее не буду открывать, потому что я боюсь, что эта трещина дальше пойдет. Я лучше пока сейчас отложу. Ребята, поверьте пока на слово, там персона. А я с Сергеем Сергеевичем посоветуюсь, как лучше вот это открыть, чтобы тут без всякого ущерба было. И потом мы с вами ее откроем. Но это сделано в Британии. Вот видите, made in Britain. Персоночка. Персоночка, лялечка, девочка. Хорошая. Дядя не обидит. Все будет хорошо. Так, ну и еще одна загадка. Это Смирн. Смирна? Нет, нет здесь просто Смирн. Кто такой Смирн? С чем его едят? Куда его вставляют, а если не вставляют, где им проводят? Ничего не знаю, ребята. Ну, сейчас мы с вами увидим. Да ладно. И эти с Рекса содрали, что ли? Посмотрите, какой овал крышки. Нет, это не с Рекса. Это у нас а-ля Fusion. Ой, как. Ну, это что, пластиковый, что ли? Офигеть. Я даже не знал, что такое существует. Оказывается, существует. Ой, как интересно. Так, а как тут? А вот так вот тут. Блин, как интересно. Ну, прям Сергей Сергеевич удивил. Прям удивил. Пластиковый Fusion. Не слышал даже о таком. Ну и вот этот наборчик, конечно, это да. Понятно, что это дорожный. Понятно, что это нифига не регулируемый, потому что регулируемый, но вряд ли был бы дорожный, вот так разбирался. Я, в принципе, даже о таком не слышал. Хотя, очень интересная мысль. Кто-нибудь слышал о дорожных регулируемых разборных станках? Нет? Если нет, то давайте мы опять в России что-нибудь первое сделаем на эту тему. Вот посмотрите, какая голова интересная. Нечто похожее, вот как вот мы уже видели у Фениксов на ракете, но что-то совсем другое. Ну и, конечно, разборная ручка из двух частей, насколько я понимаю, толстенькая самая, вот она, скорее всего,
по размерам сразу видно, а это тоненькая. Ну и ножницы. Если где что-нибудь вдруг не добрил, берешь ножницы и все, будет тебе счастье. Будет как бильярдная кость. Это первая коробка. Давайте посмотрим, что у нас во второй. Вот, смотрите. Вот эта вот бритва, если я догадываюсь правильно, это микроматик, что-то там. Буду спрашивать Сергея Сергеевича, как это правильно называется, как это правильно вам рассказать. Но я всегда как-то хотел попробовать эту бритву, потому что она чрезвычайно необычна. На обычных регулируемых бритвах вы для того, чтобы открыть ваши створки бабочки, крутите внизу вот эту вот штучку, и створки открываются. Здесь же все иначе. Смотрите. Дыщ. И створки раскрыты. И закрываете точно так же легко. Бамс. В любую сторону. Бамс. Шторки раскрыты. Регулировка происходит в обычном порядке, естественно, при открытых шторках. Великолепно смотрится. Просто офигеть. Интересно, это позолота или какое-то надирование чего-нибудь? Почему-то мне кажется, что позолота. Вот такая красота, ребята. И Янус. Что за Янус? Ну, скорее всего, двуликий Янус. А что внутри у Януса спрятано? Вот, пачпорт. Ух ты, лезвие КАИ. И такой же механизм, как вот здесь вот мы с вами видим. Ой, как интересно. Бамс. И регулировка. Даже не слышал про такую бритву. Нет, возможно, краем уха что-то и слышал, но был занят и не придал нужного значения. Поэтому как-то вот так вот мимо все это меня и пролетело. А теперь, ребята, вот смотрите, кстати, здесь на крышке даже вот так вот интересно все это показано. Ну а теперь еще одна интересная вещь, которую нам приготовил Сергей Сергеевич. Это вот две коробки вот под этим Янусом. Вот смотрите, кто не знает, жизнь не догадается, кто знает, уже знает, что это такое. Так вот, та-дам! Рокнул. Теперь у нас 3 рокнула, и каждый из них мы можем посмотреть, какие монументальные, какие здоровущие, какие просто, прям 2 кирпича. 2 кирпича. Это ж сколько было бетонового, сколько дерева было сюда ухлопано. Твою ж дивизию. Так, начнем со скромностей. Это самый скромный из этих двух. И давайте мы его аккуратненько обратно в коробочку. Так, бамс. И вот как вот это вот вставлять, не совсем понятно. Так, 2 кольца, 2 конца, посередине гвоздик. Так, как? Так не годится. Может быть, как-то... парни, подсказывайте, я уже что-то затупил. Может быть, вот так будет верно. Ну и, конечно же, тут музыка проигрывает и вот выходит весь из себя. Парни, помните бритву стоимостью сколько там, 700-800 баксов с позолотой, со всеми делами? Это вот она и есть. Это Рокнул 2021 года. Это и есть та самая красота. С якорем в попе. Сколько хочух разбил этот якорь. Я сам грешен, сколько раз заглядывался на картинку, на которой этот якорь был вот так вот красиво сфотографирован. Ну и вообще, конечно, бритва выглядит великолепно, бомбически, просто феерично. Как она будет брить, не знаю, посмотрим ли, потому что здесь смотрите, это девственная пленка стоит. Это что, Сергей Сергеевич, это можно снимать или это лучше так, посмотрите в коробочку, а ты уже сам эту пленочку снимешь? Что-то как-то вот я вот прям в смущении. Но скорее всего на новой бритве вот эта пленка в оригинале так и идет, это какая-то, наверное, дополнительная фишка от производителя, что вот смотри, ты вот тут как бы первый, давай рый и брей меня скорее, брей по-всякому. Сколько хочешь, столько ты меня и брей. Красивая бритва. Все, парни, на этом распаковка закончена. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И я надеюсь, вы не будете в обиде, если прежде чем мы придем вот к этой массе, к этому великому сомну регулируемых бритв, я все-таки попробую One Blade.
потому что я давно хотел попробовать эту бритву, а тут такая оказия. Все, до следующего бритья, берегите себя, с вами был я, Вадим, подписывайтесь на канал, пока-пока.